Здравствуйте! Это канал «Когда болеет близкий», дневник мамы. Я создатель и ведущая этого канала Екатерина Вароди. Сегодня я хочу продолжить мой рассказ, который закончился в предыдущем выпуске, тем, что показала МРТ у моего сына. МРТ моего сына показала опухоль на крестце, и биопсия, которая делалась очень долго, об этом тоже есть отдельный выпуск, показала, что у него опухоль мягких тканей неизвестного происхождения. В связи с тем, что нам не пришел ответ от онкоцентра, мы решили, что это как бы конец истории, и, соответственно, стали думать, что делать дальше. И после этого мы приняли решение, которое многим из вас сейчас, когда вы это услышите, покажется ошибкой. Мы поехали в гомеопатическую клинику в Швейцарии, которая специализируется на лечении онкологических заболеваний и прочих серьезных системных заболеваний. Сейчас уже достаточно много времени прошло, поэтому я могу спокойно рассказать о том, почему мы приняли такое решение, обосновать это. Я не буду в данном канале вообще ничего защищать и ни от чего защищаться. Я просто честно рассказываю о нашей ситуации, о том, что с нами происходило и почему это происходило. Я даже себе сделала заметки, потому что я очень боюсь, что я что-то пропущу, потому что я стараюсь структурировать выпуск для того, чтобы он вам принес наибольшее количество пользы, чтобы вы знали больше, чем мы, когда оказались в этой ситуации. Значит, во-первых, почему? Давайте так, целый блок причин, по которым мы туда поехали. Это не выглядело так, что мы схватились за последнюю соломинку, вдруг о чем-то узнали и сразу побежали, в вере в себя неизвестно кому, каким-то шарлатанам. Во-первых, в нашей жизни, в жизни моих обоих детей и моих родителей тоже, но в основном обоих детей прежде всего, были такие ошибки официальной медицины, конвенциональной медицины, которые у меня очень сильно подорвали к этой медицине отношения. Соответственно, я уже, когда Саша, старший сын, которому сейчас 29 лет назад, стала делать шаги по направлению к альтернативным методам. То есть это было уже 25 лет назад. И поверьте мне, что я никогда не была человеком, который мечтал вообще заниматься всякими альтернативными методами. Я, когда у меня родился Саша, не думала вообще ни о чем таком. Но у нас были ситуации, когда Саше ставили диагноз астму и хотели посадить его на гормоны на всю жизнь. У Вани была та же самая история. И у них была очень тяжелая реакция у обоих на прививку. Эта реакция была зафиксирована врачами. И мы потом очень много усилий потратили для того, чтобы их восстановить после этих прививок. Потом еще та же самая история произошла у нас с собакой. То есть Джека у нас от прививок чуть не умер, и опять же был спасен именно гомеопатией. Именно гомеопатия помогла и Саше, и Ване. В Сашином случае еще был биорезонанс до гомеопатии, а уже в Ванином случае была только гомеопатия, которая помогла им исцелиться полностью от этих лекарств, от этих, извините, болезней, то есть астма и аллергия. Дальше. В связи с тем, что мы с самого рождения Ваню уже лечили только с помощью гомеопатии, только исключительно, у нас скопилось достаточно много случаев, когда гомеопатическое лечение помогло в лечении серьезных заболеваний, таких как воспаление легких, бронхит, отит, аллергический отек, я думаю, что это был отек Квинки, аллергия, астма, вот это я уже все краснуха, скарлатина, ветрянка. И свинка. То есть от всех этих заболеваний мы лечились гомеопатией. Сразу скажу, что я совершенно сейчас не защищаю ничего. Я просто рассказываю факты. Во всех случаях, когда у нас были, например, бронхиты или воспаление легких или отиты, мы делали снимки рентгеновские, то есть для того, чтобы понять, что было это сначала, и потом, чтобы выяснить, что это то, что было, прошло. И каждый раз мы убеждались в том, что да, это прошло, и у меня Ваня был настолько счастливым человеком, что до практически 19,5 лет он не знал, что такое врач.
Он знал только нашего гомеопата, который тоже профессиональный врач, врач-педиатр. Поэтому я не боялась, что это человек, который пропустит какие-то симптомы, с которыми непременно нужно ехать в больницу. Таких симптомов много, и далеко не во всех случаях гомеопатия панацея от всех болезней. То есть я вообще такого не утверждаю. Дальше. Третья причина – это то, что клиника специализировалась именно на онкологии и на очень серьезных системных заболеваниях. Соответственно, я своей такой простой логикой подумала, что гомеопат, который каждый день получает много очень импульсов, там насморк, кашель, я не знаю, рвота, понос, заодно рак, опухоль, еще что-нибудь, он, естественно, получает меньше клинической базы для того, чтобы лечить, успешно лечить какие-то серьезные заболевания, тем более про которые вообще непонятно, что это. А люди, которые специализируются на этом, у них, естественно, это такая база есть. Они постоянно контактируют с такими больными, у них собирается статистика, и это тоже было очень важно для меня. И дальше еще была такая, как бы скажем, причина номер 4, одновременно причина номер 5. Те, кто смотрел мои видео раньше, они знают, что мы начали искать причину Ваниных болей в спине раньше. То есть опухоль ему определили в сентябре, а в мае мы делали первые попытки пойти к врачу, собственно, пошли к врачу, и нам поставили совершенно другой диагноз. И Ваня стал ходить на лечебную физкультуру, ему сказали, что это дефект осанки, искривление позвоночника, которые дают эти боли. И он потом говорил, что ему было ужасно обидно. Да, еще сказали, что у него психосоматика, то есть много стресса, поэтому он типа вот испытывает вот эти вот проблемы с затруднением мочеиспускания, затруднения со стулом. Это в связи с тем, что они то были, то не были. Ну, люди сказали, да, вот когда стресс у него есть, когда нет стресса, то отпускает. И Ване было это очень обидно. Он говорил мне потом, ты знаешь, долго очень говорил, до самого конца это его не отпускало. Он говорит, мне было ужасно обидно, что мне никто не поверил, а я чувствовал, что со мной что-то очень не так. Вот чувствовал, я надеялся очень, что мне все поможет, но я чувствовал, что это неправильное объяснение. А ты на меня ругалась за то, что я не слушал твои рекомендации, вообще вы меня все несерьезно приняли. И для меня было задачей показать Ване, что сейчас мы его болезнь воспринимаем всерьез, что мы едем аж в Швейцарию, в клинику, в платную, далеко, для того, чтобы к людям, которые специализируются на этом, то есть не остаемся у нашего семейного врача, которому мы доверяем без проблем, но это просто семейный врач, который как бы лечил все наши насморки. Это немножко другая история. Да, он нас спасал в огромном количестве случаев, но все равно некая обыденность в этом присутствовала. Плюс еще был такой небольшой голосок, что ну вот на фоне лечения гомеопатического выросла же эта опухоль, значит, как-то что-то вот не так. Вот. И поэтому мы решили туда ехать. Хотя нам наша врач сказала, что, вы знаете, в последнее время я о них слышала не очень хорошие отзывы. Но я этот довод проигнорировала в тот момент. И даже еще 6-я будет причина, хотя я записала только 5 себе. 5-я причина была в том, что мы вдвоем уезжали, а Ваня был всегда очень ко мне привязан, и это была возможность нам вдвоем попутешествовать. Мы ехали на машине, мы остановились в Милане, мы там побыли немножко, потом мы поехали туда, в клинику, и это было немножко такое приключение, которое все-таки гомеопатическая клиника, это не то же самое, там ни капельницы, ни уколы, там ничего нет, там совершенно другие методы лечения, там ты больше себя чувствуешь скорее как в каком-то отеле, где тебе заботятся о твоем здоровье. И причина 6 – это то, что я, из-за того, что я Ваню и вообще всю семью лечу гомеопатией, то есть как лечит врач, но получается, что все мамы, у которых дети или там родственники лечатся гомеопатией, они начинают потихоньку эту гомеопатию изучать. Ну просто потому, что ты не можешь уезжать куда-то в отпуск, например, с гомеопатическим врачом под мышкой. Поэтому ты себе составляешь аптечку, ты знаешь, как какими-то базовыми вещами пользоваться, и чем дальше, тем больше ты узнаешь. И я любитель вообще понять всю систему до конца, поэтому я уже много лет делала попытки изучить гомеопатию. Сначала у меня ничего не получалось, потом как будто перещелкнуло что-то в голове, и я стала понимать основные принципы и так далее. И я читала несколько научных статей о докторе Спинеди. Вот мы поехали в клинику доктора Спинеди, которая находится в таком небольшом городке, называется Арселина, в южной части Швейцарии, прямо на границе, недалеко от границы с Италией. Эта клиника раньше была известна как клиника Санта-Кроче, и она была в другом месте, в каком-то другом городе расположена.
И я слышала, во-первых, от своего врача-гомеопата очень хорошие отзывы от именно о докторе Спинеди. И читала несколько научных статей о том, как были излечены диагнозы онкологические именно этой клиники. Причем нужно сказать, что эта клиника в основном занимается людьми, от которых уже отказалась медицина. То есть они ничего не теряют, потому что просто их выпустили домой умирать. Поэтому ситуация такая. И меня эти статьи в тот момент убедили. Вот. Так что была, так сказать, и дополнительная причина. Значит, смотрите, дальше я бы очень хотела рассказать о гомеопатии, потому что я не очень много знаю, но я буду, наверное, делать отдельные выпуски, посвященные этому, в другом канале. Я сейчас не хочу посвящать вообще этому время, потому что это неизбежно разделит моих зрителей на разные лагеря, на лагеря за и лагеря против. Я этого совершенно не хочу, потому что я не защищаю гомеопатию и не борюсь против официальной медицины. Я в каждом данном случае моей жизни я делала то, что казалось мне лучшим всегда для моих детей. Когда-то это получалось, когда-то это не получалось. Но единственное, что я могу сказать про гомеопатию, что она очень сильно отличается в своем подходе от медицины, к которой мы привыкли. И именно это делает очень сложным ее сравнение с доказательной медициной. Кого это интересует, вы потом посмотрите соответствующие мои выпуски, в которых я буду об этом подробно рассказывать. И вот сегодня, значит, наша история. Мы приезжаем в эту клинику, великолепная совершенно. Во-первых, это недорого. То есть я всегда думала, что раз клиника гомеопатическая частная в Швейцарии, это вот какие-то безумные деньги. Так вот, я вам скажу, по сравнению с частными клиниками, просто даже приемами врачей в Венгрии, по сравнению с теми деньгами, которые мы платили потом в Германии, Швейцария стоила очень дешево. Дело все в том, что в Швейцарии вообще гомеопатия является признанным методом лечения. Там социальное страхование возвращает деньги, то есть оплачивает лечение больных, так же, как и лечение больных в обычных клиниках. И именно поэтому клиника находится в Швейцарии, не в других странах, потому что многие страны против гомеопатии борются, ну или, по крайней мере, ее не принимают, и уж страховка точно не учитывает. Вот. Оказалось, что само гомеопатическое лечение, какие-то там 2 гроша, больше стоило пребывание там, но даже пребывание там стоило приблизительно так же, как пребывание в каких-то таких апартаментах среднего класса в Венгрии, например. То есть там совершенно не было каких-то безумных сумм, и туда уже входила стоимость лечения сразу, то есть не было никаких сверх, да, то есть вот дополнительно за это, дополнительно за то, туда входил весь пакет. И в связи с тем, да, сначала я обратилась в клинику, прислала все документы, которые были у нас на руках, все анализы крови, результаты МРТ, свои личные наблюдения. Заполнили мы с Ваней здоровенный опросник, там, который там, страниц на 20 был, в отношении того, какой у него анамнез, чем болели родственники и родственники родственников, что было в анамнезе, что нет, инфекционные заболевания, когда начались боли, где он их испытывает, когда. То есть жутко сложно было это все заполнить, потому что прям приходилось думать, вспоминать. Нужно было заполнить это все отдельно по линии папы, по линии мамы, и там уже бабушки, дедушки, тети, дяди, все учитывались. Вот. И после этого они сказали, да, приезжайте, назначили время, это был ноябрь, начало ноября, насколько я помню. И предварительное пребывание нам сказали, что нужно пребывать минимум 2 недели. Но заранее скажу, мы там были дольше, мы были около месяца там. Потому что на самом деле любому гомеопатическому врачу легче, когда пациента он наблюдает лично. И мне этот подход у них очень-очень понравился, потому что сейчас с развитием онлайн-индустрии очень многие гомеопаты ведут прием онлайн. Он, безусловно, часто эффективен, но я читала книги основателей гомеопатии Самуэля Ганнемана и также многих известных очень гомеопатов. Все говорили, что личный контакт с больным, он незаменим ничем, то есть просто описанием невозможно. Врач должен видеть кожу больного, его поведение, его психическое состояние, есть ли у него какие-то высыпания, родинки, там все что угодно, много чего он должен видеть. Вот. И личный осмотр, он очень важен у гомеопата. И личный разговор с больным и даже с членами его семьи.
И, в общем, нам назначили время, все точно описали, спросили, когда мы уже будем ли мы ужинать или обедать, во сколько мы приедем. Мы с дороги еще позвонили. Нас поселили в отдельные комнаты, одноместные, отдельно жил Ваня, отдельно жила я. И уже на следующий день нас принял врач, вернее, нас сначала вместе, а потом Ваню отдельно принял врач. И вот этот вот разговор о сбор первоначальных данных занял 3,5 часа. То есть это было очень подробно, очень правильно сделано. То есть я как человек, который много прочитал литературы, я прочитала все книги Самуэля Ганемана и очень многих авторов, которые пишут о гомеопатии, американских, русских, греческих, индийских. Поэтому я знаю, что действительно, как нужно это делать. И, ну и плюс мы лечились у нашего гомеопата 20 лет, то есть я могла, так сказать, оценить этот момент не как новичок, а как уже человек с опытом. Вот. Атмосфера была очень доброжелательная, великолепная совершенно доктор, медсестры, очень бережное отношение. Потому что вот мы позже вставали, у Вани были боли в спине часто по ночам, поэтому он спал, мы никогда не ходили на завтрак. Вот. То есть кормили хорошо, это как ресторанное такое питание у нас было. Да, Ванька периодически кривился, потому что он привык к венгерской пище. Но там во всем было очень хорошо. И кроме того, что были бытовые приятности, мы увидели, что сначала у него состояние стало улучшаться. То есть ему был подобран препарат, и заодно и я попросилась, потому что у меня были очень сильные мигрени и всякие там заболевания, которые у меня присутствовали. Вот. И нам давали препараты, которые мы принимали. Естественно, с Ваней занимались каждый день, практически каждый день. У него был визит к врачу и обсуждение симптомов. А со мной реже, потому что я как бы не официальный пациент была, а просто родственник. Там другая немножко база была. У меня не было таких заболеваний, кроме всего прочего. Вот. И очень быстро Ваня почувствовал облегчение. У него стали меньше боли, у него улучшилось общее состояние, у него улучшился аппетит, появился как-то больше интерес к жизни, он стал меньше уставать. И самое главное, что по анализам у него уменьшился ЦРБ, это вот реактивный белок, свидетель воспаления, который был у него 160, он стал уменьшаться потихонечку. Нам делали анализы крови, анализы мочи там. Вот, и у него стал повышаться гемоглобин. Он у него был нормальный, но чуть на нижней границе нормы. А тут он стал повышаться. Но у него все это время был высокий пульс. То есть мы, когда приехали, у него пульс был в районе 120, но он его совершенно не чувствовал, поэтому мы не мерили, даже не знали. Вот. И в клинике и пульс тоже стал понижаться, то есть он стал где-то 105, 107, но все равно высокий, тем не менее. В общем, таким образом мы провели там месяц. У меня тоже было сильное облегчение симптомов, то есть я на долгое время перестала принимать лекарства от головных болей и стала намного лучше чувствовать, лучше спать, то есть однозначно, хотя понимаете, в каком стрессе я находилась. И потом мы поехали домой, нам дали с собой лекарства, объяснили, дали схему лечения, мы должны были каждый день записывать симптомы. И раз в неделю мы встречались по телефону с нашим лечащим врачом, которая, соответственно, слушала, либо, если нужно было, она нам посылала лекарства по почте. Но, к сожалению, через некоторое время, спустя, наверное, может быть, месяц-два, уже после Нового года, да, мы провели ноябрь там, и вот где-то после Нового года у Вани началось ухудшение. Сначала усилились опять боли в спине, после какого-то перенесенного вируса, кстати говоря. Вот, потом опять стали возникать периодически, иногда проблемы с мочеиспусканием. И потом у него уже к весне стали появляться такие как бы припухлости в области ягодиц, которые не болели, но которые там присутствовали, как бы, знаете, такие вздутия были. Да, при этом мы ежемесячно делали КТ и МРТ, и оно не показывало ухудшения, то есть оно не показывало роста опухоли, оно показывало, что как бы опухоль меняет свою конфигурацию, то есть там появилась жидкость, появился некротический элемент, и врач, который мы посылали снимки, они там вместе это все осматривали, консилиум собирали, они нам, мы потом за это дополнительно, конечно, платили, они нам сказали, что это нормально, это хорошо, что значит опухоль стала сама себя уничтожать. Вот. Но, к сожалению, анализы тоже стали ухудшаться.
И постепенно у него начал падать гемоглобин, дальше падало железо, и стали расти показатели воспаления. То есть при том, что у него норма в принципе 0, но до 5 это более-менее нормально, у него показатели воспаления стали зашкаливать за 200 и так далее. И вот таким образом закончилась наша... Да, и в конце апреля я созвонилась со своим знакомым врачом-онкологом, кто принимал, собственно, у меня 2 детей моих. Это врач-гинеколог, у него 2-я специализация онколог, он лет 12 проработал в онкоцентре Венгрии, и он, посмотрев на Ванькины анализы, сказал, что вы, во-первых, срочно выясняете, что там было с онкоцентром, вы должны были получить ответ обязательно. Он сказал, что с такими анализами срочно в больницу. Созвонился со своими знакомыми какими-то. В общем, нас на основании этих анализов госпитализировали. И это будет уже темой одного из моих следующих выпусков. О том, что происходило в результате госпитализации. И что самое интересное, что произошло, это касается еще нашей гомеопатической клиники, это то, что в тот самый момент, когда я сообщила нашему врачу, что Ваню госпитализировали, она сказала: все, мы лечение прекращаем и возобновим его только когда ему поставят правильный диагноз. Сказала она, дала мне какой-то препарат от стресса, и на этом наша связь с ней прервалась. Больше я с тех пор с ней ни разу не разговаривала, потому что, честно вам сказать, вот это момент, который до этого я говорила о большом количестве плюсов, но это я могу поставить в жирный минус вот данному специалисту и клинике, соответственно, потому что она сотрудница клиники была, потому что это я ощутила как то, что нас бросили в самый тяжелый момент. Потому что гомеопатия никогда не бросает человека, когда его кладут в больницу. Гомеопатия не противник официальной медицины вообще ни разу. И она очень часто способствует просто снятию побочных эффектов, улучшению психического состояния, помогает действию препаратов, которые врачи дают больному. Но ни в коем облегчают восстановление после операций, но ни в коем случае не отказ от этого лечения, когда человека положили в больницу. То есть для меня это был просто шок абсолютный, после чего мы, конечно, вернулись к нашему обычному гомеопату. То есть вот это мне очень не понравилось. Это был такой один, но очень большой жирный минус. И второй большой жирный минус – это то, что нам не говорили и не сказали, чем нас лечили. То есть нам не дали выписки, на руки не дали ничего. И я бы вам сказала так, что с точки зрения гомеопатии это совершенно неправильный подход, потому что так же, как и в обычной медицине, в гомеопатии некоторые препараты друг с другом несовместимы. Они могут ослаблять действие друг другу или наоборот друг друга, или уничтожать действие друг друга. То есть не знать, чем больного лечили, это, в общем, совершенно некорректно. Потому что когда Ваня вот в промежутке между ноябрем и маем, апрелем, да, он заболевал каким-то вирусом, мы звонили тому врачу в Швейцарии, потому что мы не могли позвонить нашему врачу, потому что мы не знали, что ему давали, и, соответственно, мы не могли назначить ему, врач наша не могла назначить ему препарат. Поэтому мы вынуждены были звонить в Швейцарию, а оттуда получать рекомендации, какой препарат можно давать. Да, эти препараты помогали Ване, это однозначно, но сам вот момент, он мне и моему врачу тоже был очень странным. То есть, после того, как мы уже перестали лечиться гомеопатией в этой клинике, мы руки почувствовали развязанными, и после этого стали спокойно лечиться гомеопатией дальше, не избегая обычного лечения. И вот сейчас вывод. Совершили ли мы ошибку? Я до сих пор не могу вам сказать. Потому что история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому я не знаю, что было бы, если бы мы не лечились там. То, как протекало в дальнейшем Ванина заболевание, мне говорит о том, что в целом мы бы не достигли никаких результатов, потому что эта опухоль находилась на таком месте, с которым венгерская медицина делать ничего не могла. Диагноз они поставить не могли, это, забегая вперед, я могу сказать, либо могли очень приблизительный, и, соответственно, я думаю, что без всякой гомеопатии у него образовались абсцессы, вот эти вздутия, у него даже на какое-то время он не перестал чувствовать одну ногу левую, потому что с левой стороны был такой абсцесс, который давил ему на нервы.
Вот, то есть из-за этого еще во многом госпитализировали, и состояние его резко ухудшалось, он не мог лежать на спине, очень с трудом переворачивался, ну, потому что, представьте себе, ягодица, крестцовая область, это та, на чем вы, в принципе, лежите. Вот. При этом у него не было долгое время вообще никаких дополнительных симптомов, то есть он даже на работу ходил пока вот, до конца апреля. Он ел хорошо, у него было хорошее настроение, он спал неплохо. И только потом мы заметили, вот во второй половине апреля мы заметили, что у него поднимается температура. Мы до этого не видели этого совершенно. У него не было никаких симптомов, и аппетит не портился. Оказалось, у него появилась температура, и вот в комплексе с этих симптомов нас уже госпитализировали. Вот, поэтому я вам не могу сказать, однозначно дать ответ на этот вопрос. Если бы, вот, зная это все, я принимала решение сегодня, то я бы приняла решение остаться у нашего врача. Или, если бы она нас кому-то порекомендовала из знакомых ей врачей, которые там, как она считает, более сильными, что и произошло, кстати, потом, то мы бы сделали так. То есть я бы уже не поехала в Швейцарию. Но в тот момент я этого не знала. И те данные, которыми я располагала, говорили за наш визит. Одновременно со мной лечилась в той же клинике Спинеди еще одна пациентка. Там у нее была другая ситуация, у нее был поставлен совершенно точный диагноз. Она лечилась онлайн, и ей тоже сначала помогала, очень здорово снимала побочные явления, но потом у нее началось ухудшение, и точно так же врач ее бросила в момент ухудшения и сказала, ну, а вот все теперь. Типа вот, ну, теперь лечитесь сами, сказал врач, и распрощалась. И вот я так поняла, что вот у них базовый подход, когда они видят, что их лечение не помогает. Насколько оно не помогает никогда, я не могу вам сказать, потому что вообще статистика говорила, та, которую я читала, которая писалась не только сотрудниками клиники, она говорила о том, что в некоторых количествах случаев, не говорился процент, они достигали полной ремиссии человека там, с 4-й стадии рака, например. Дело все в том, что еще другая, вся проблема с нами заключалась везде, в том, что у нас не было четкого диагноза. И эта проблема была и для медицины обычной, и для гомеопатии тоже, потому что к ним в основном вот в эту клинику приезжали люди, от которых медицина уже отказалась. То есть люди, которые прошли лечение, прошли химиотерапию, облучение и все, и их отпустили умирать. Соответственно, как последний шанс они использовали клинику. И, видимо, клинике было намного проще, потому что они видели диагноз, они знали статистику, и я вполне себе могу представить, что они этим людям помогали, потому что не было никаких, хуже было некуда, скажем так. И я думала, что то, что я привожу молодого пациента, который не прививался, не делал многих прививок, которые сейчас делают, там, ни от гриппа, ни от прочих таких необязательных прививок у нас не было. Мы не лечились никогда препаратами, мы не пили антибиотиков. То есть человек приехал чистый, с сильной иммунной системой, и я думала, что это поможет. Но, к сожалению, оказалось, что вот это явилось минусом везде. И для официальной медицины, об этом я потом расскажу, почему это явилось минусом, а вот для гомеопатии в том, что невозможно было понять, что с ним, и они тоже вслепую вынуждены были бороться на основании только симптомов, а в некоторых случаях в гомеопатии тоже это, видимо, невозможно. Хотя формально гомеопатия лечит не по диагнозам, а только по симптомам. Вот, поэтому, вы знаете, сейчас уже никто никогда не узнает, как бы было хуже или как бы было лучше. Я ни в коем случае не сержусь на эту клинику, я ее не проклинаю, я не плюю в их сторону. Да, у меня осталось чувство недоумения, почему они нас так бросили, хотя был звонок в сентябре от этого доктора, но я не услышала этого звонка, не взяла трубку, а потом не стала перезванивать, потому что было говорить очень тяжело. Вот. Так что, да, были вещи, за которые мы были благодарны, были вещи, которые я считаю недопустимыми. Дальше вы узнаете, что происходило в жизни и в болезни моего сына, и там я тоже буду давать конкретные рекомендации. В данном выпуске я рассказывала свою историю и рассказывала о том, что очень важно, в принципе, получать информацию, если она доступна. Кстати, я пыталась, вот это я забыла сказать, что я пыталась получить информацию по интернету об этой клинике, ну, в отзывике, в разных в обсуждениях, и, к сожалению,
не нашла никаких данных, потому что в основном все всегда, вот когда даже задавался какой-то вопрос, слышал ли кто-то, лечился ли кто-то там и так далее, то все обсуждение переходило в банальную, чуть ли не потасовку между участниками. Одни были за гомеопатию, другие против, и начинали все покрывать друг друга нехорошими словами. Это совершенно безрезультатное дело. То есть я по интернету ничего конкретного не нашла. Поэтому приняла такое решение, как бы уже на основании своего опыта и своих выводов. Вот. Так что этот этап, он, наверное, вам подскажет, что если вы захотите ехать в клинику, то вы учтете мой опыт в эту клинику. Или захотите дальше лечиться гомеопатией, тогда вы смотрите мои следующие выпуски, потому что я планирую сделать хотя бы один выпуск о гомеопатии, а потом уже рассказывать о том, что будет происходить с моим сыном. Вот если представить себе, что мы находимся в мае позапрошлого уже года, вот, и там уже будут конкретно то, что мы переживали с официальной медициной. Потому что на этом гомеопатическая наша история почти, она будет параллельно идти, но она, в общем, вот в таком глобальном смысле она практически закончилась на клинике Арселины, в Арселине, на клинике доктора Спинеди. Вот, я очень надеюсь, что вам было интересно и полезно, и ждите моих дальнейших выпусков о том, что с нами происходило. Всего вам доброго. Я желаю вам всем оставаться здоровыми, а если у вас болеет кто-то близкий, то я очень желаю, чтобы вы нашли квалифицированную помощь, нашли хорошего врача, который будет держать в руках весь ваш кейс, ваше дело, и сможет вам реально помочь. Если вдруг нет, то я очень надеюсь, что мои рекомендации помогут вам. До свидания вам всем, всего вам самого хорошего и много-много здоровья и счастья.